Всем привет, меня зовут Анастасия, это канал о Турции и жизни в горной деревне. У нас что ни день, то какое-нибудь ЧП. В прошлом видео у нас дедушка чудом остался жив. Кто не смотрел этот выпуск, обязательно посмотрите, внизу оставлю ссылочку. И в этот раз у нас на ферме случилась беда. Утром зашла к свекрови собрать зеленюшечки, и это такой знаменитый сорт бобовых в Турции, которые турки очень любят. И готовится она абсолютно по-разному. Здесь у нее растет гвоздичка белая, фиолетовая. И еще, по-моему, розовая должна вроде как распуститься. Кажется, вот это будет розовая. Здесь у нее чеснок растет, лук и марул, который я уже половина поободрала нафиг. И скоро он уже зацветет. И самое главное, это, конечно, бакла, которую я буду сейчас отрывать. Вот так вот она растет. Очень похожая на фасоль, но она более плотная, такая волосистая. Pişirdim ben bugün. Они есть уже такие более крупные, где уже внутренность созрела, само зернышко, их открываешь. Но мне такие не надо, поэтому я беру более молоденькие, чтобы их готовить. Чесночок, свежак. Çapa isteyecek ha? Sökeyim mi de? Етер. А после мы поехали на ферму покормить животных и, конечно же, набрать свежего парного козьего молока. Git yanına git korkma git korkma keçiye verme. Al Sultan kızım da. Sultan al da. Aç değil o. Это дед подметает здесь у нас, чуть-чуть прибрался, говорит, сейчас я, говорит, буду видео снимать, и здесь везде, говорит, будут какашки. Убирается. Ну, здравствуйте. Подросшее поколение, ой, они уже большие такие. Привет, красотка. Здесь у каждой козочки есть свое имя. И каждый откликается на свое имя. И он всех прям поголовно знает. Вот он, козлятинка, я его, конечно, боюсь пока еще. Кто у нас загоняет, сейчас будет давить по очереди. Çık tavancadan çık. Çık. Emre hadi gel kızım. Gel şöyle Emre. Emre kızım. Yemeyeceğim. Hadi gel. Gel bakalım şöyle. Hadi gel. Hadi gel. Gel kızım. Gel burada. Hadi gel. Şöyle dur. Ha. Bir taraftan iyi kızım. Эти две девки не поделили, в общем, деда и начали драться. Он еле разнял их.
Кстати, если вы живете в Турции, а может быть просто приехали отдыхать и ищете, хотите попробовать стопроцентное натуральное эко-чистое оливковое масло, а может быть еще и хотите помыться эко-чистым оливковым мылом, еще его называют кастильский, а также испробовать козий сыр на стопроцентном натуральном парном молоке. Вы можете посетить Инстаграм, здесь я оставлю его название, нашего магазина деревенских экочистых продуктов. А доставка осуществляется по всей Турции государственной почтой. Эти зимние, депо наш уже заканчивается. А это Ванька на сене, да? Турецкий Ванька на сене. Пойдем, слазь давай, деду помогай, иди. Скорей. Ну что ты, красавчик? Джонни, красавчик. И такой жладенький, и такой махонький, и такой махонький. Ой. Залез прям на нас сверху, да? Да. Любви захотел. Давайте. Что, они тебя атаковали, да? Что, любви хотят от тебя, да? Что, твои пальчики сосет? Да. Он думает, что это шишка. Играется с тобой. Ya süslü gel. Süslü bana küstü galiba değil mi? Süslü bana galiba küstü. Süslü bana küsmüş olabilir değil mi baba? В Турции вообще козье мясо, козий сыр не популярно. Даже если гостям дашь, например, какое-нибудь мясное блюдо, они покушают, скажут: о, как было шикарно, вкусно. Но только ты скажешь, что это козочка, козлятина, у них сразу будет отвращение и такое вот лицо будет. Потому что мы уже такое проходили не раз. И уходит такой миф здесь в Турции, что козий сыр, он воняет. На самом-то деле, говорю вам, я человек, который очень чувствительный на запахи, у которого нос, как у собаки, тоже чувствую все прям везде. Поэтому я этот сыр ем с удовольствием. И кто живет в Турции, если вы хотите органически чистый козий сыр, вы можете заказывать у нас здесь в Инстаграм. Bak bir tane küçük var. Nerede? Bak ya. Annesi de bak şu öbür taraftaki. Это ее мамка стоит здесь, охраняет. Вон там крошечный маленький сидит один. Вот он такой крошечный, махонький. Сидит тут один. Прям новорожденный совсем он. Ну чего ты испугался? Neymiş? Ой, сколько цветов разных всяких. И белый, и фиолетовый, и желтенькие. Как красиво. Hayvan bu otu çok sever. Temiz, vitaminli bir ottur. Küçüklere mi şimdi yapıyorsun? Küçükler evet. Büyükler ayrı. Analarından sütten kesildi artık küçükler. Onlar orada ot yiyecekler, yemeyecekler. Vitamin gibi lazım.
Приучаем молодежь к труду. Этот сам себе устроил праздник. Dede otlar çok güzel kokuyor değil mi? Evet, çok güzel. Hadi gidelim ya. Keşke ben de bu otları yiyebilseydim. Aşağı. Otları... Seviniyorlar bak. He? Seviniyorlar. Kırım kırım kırım. Ne kızım? Ben Sultan yanına gitmek istiyorum. Sultan yanına gitmek istiyorum. Gel hadi gel. Benim demek. Koca kızım beni. Allah. Hı. Böyle yap böyle. Gel. Hadi gel. Al. Al. Hadi bakalım al. Allah Allah kızım benim değil mi? Değil mi? Hatta İşten sonra elini mi yıkıyorsun? Tabii tabii. ben Sultan. Dokunmayın ya. Иди мне мешок держи. Будешь? Мама докучает. Это я собираю для своих курочек. Я для них теперь курятники, как вы мне посоветовали, соломку кладу. Мягкая. Мне прям нравится там сидеть. Яички нести мне. Lütfen. Ben dökeceğim. Подержи пока, пожалуйста. Döken ben olmak istiyorum. Tamam, dökeceğim. Ben de. Дай мне. Отойди, пожалуйста, оттуда. Отойди от камеры. А ну иди к деду. Kocaman. Сейчас начался сезон клещей. Они здесь вообще повсюду. На собаках, на козочках, на малышах. В общем, везде. Ой, ты моя красавица. Ты чего пришла ко мне? Тоже любви хочешь, да? Все любви хотят. И, короче, у нас сейчас в Турции по новостям показывали, что идет в вспышках вот этих клещей, которые опасные для человека. Как это они? Энцефалитные клещи или какие? В общем, точно не знаю, про какую болезнь говорили. Ну, в общем, надо быть осторожно. Çek beni mama. Но есть их несколько видов. Есть неопасные нормальные, которые вот на наших козочках лазят, на собаках. Но есть еще и другой вид, который очень опасный. И с этим, конечно же, нужно не шутить и быть поаккуратней. И когда мы после всего этого приходим домой, обязательно снимаем все вещи, кладем сразу в стирку и обсматриваем все тело, особенно у детей, чтобы нигде никто, короче, в общем, не закрался. Кстати, здешние врачи категорически запрещают самому вытаскивать этих клещей. Нужно обращаться в медицинские центры, где они все аккуратно сделают, обработают, и не будет никаких проблем. Bu kaç keçiden çıktı? 10 litre değil mi? 10 litre. 5. 5 keçi. Дед не мог пройти мимо цветов, чтобы не нарвать свои женушки. То есть свои нашей бабульки. Bunlar hanıma. Evet. Bu lale orijinal doğal lale. Bunu kopardığın zaman bunun cezası çok büyük. Öyle mi? Evet. Yasak mı var? Yasak, koparması yasak bunu. И поставим мои красивые цветочки.
Пахнут они потрясающе. Девчонки, что это за цветок? Я забыла. У моей бабушки росли такие в огороде. Нарцисс, по-моему, или как он называется. А вот эти вообще потрясающие. У них такой интересный цвет. Какие-то фиолетово-синие. Красивые. И, казалось бы, ничего не предвещало беды. Ближе к вечеру звонит свекор и говорит: собирайся, ты и мать едете со мной на ферму, потому что я один там не справлюсь. Взял с собой нитки, иголку, приехали на ферму, а там везде лужи, капли крови. Девчонки, они реально все бегут. Gelecek mi bakalım? Hadi çocuklar gel. Все прибежали. Тут, короче, у одной нашей козочки порвалась сиська, в общем. Та, которая дает молочко, и у нее прям... И мы ее сейчас не можем найти. Она, видимо, убежала куда-то от боли. А порвала она эту титьку, в общем, здесь. Где-то, видимо, лазила они, потому что любят такие колючки. А, вот она пришла. Она даже не кушает. Смотрите, у нее титька бедная вся порванная. Дед сейчас будет зашивать ее. По правилам YouTube, к сожалению, не могу вам полноценно все показать. Придется затушить. Бедная. Хорошо так порвала. Это типа наши зеленки. Батикон называется. Bunun memesinden telef olacak bu hayvan. Так как YouTube не разрешает такие сцены, мне пришлось это видео затушировать. Если вам интересно, какие манипуляции проводил мой свекор и что он там делал, то вы можете подробно посмотреть. Здесь оставлю ссылочку на закрытое видео. Проходите, смотрите. Она, бедняжка, лежит, даже не двигается. Как будто знает, что ее лечит. Бабулька пришла наша, это молодняк к ней постоянно лезет. Таша, она их целует, обнимает, гладит, и они прям все возле нее. Пока мы ее держим, эта маленькая пристала, чешет свои рога. Sevsin diye ne yapıyor bak. Evet. Dur yavrum dur. Yakınında. Bana gel. Gitme o tehlikeli madde. Все, мы закончили. Сейчас хорошо побрызгает и все. Bırakmayın. Она как человек, прям вся трясется. Смотрите, прям дыхание такое у нее, пульс такой учащенный, прям боится она. И глазки такие прям волнуются. Hadi. Tamam. Gördün mü benim güzel kızım? Bu çocuğum sen. Benim güzel kızım. Güzelim benim de. Dur çocuğum. Güzel kızım sen. Они у нас все заклещивились. Bir bakalım sen. Завтра будут травить, в общем, клещей. Вот прививку делать. Tamam. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Tamam tamam. Услуги ветеринара у нас в Турции – это очень дорогое удовольствие. Поэтому наш дед по возможности сам пробует, учится, чтобы как-то справляться со всем этим делом. И даже принимает роды у наших козочек. Малышня думает, я им жрать даю. Папка зашел, и все за ним.
Если вам было полезно это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь с ним с друзьями. Так вы поможете каналу развиваться. А еще не забудьте оставить свой комментарий, потому что ваше мнение для меня очень важно.